Ну что, посмотрите, какая красота, господи, честно, квартира очень хорошая, комплекс очень хороший, посмотрите, как тут зелено, красиво, чистенько, а самое главное, реально в комплексе 3 блока, а вокруг меня тишина, все дети дома, видимо, занимаются чем-то своими детьми. Но я так думаю, что вечером все равно детей здесь будет очень много, потому что мы должны все понимать, что в данном комплексе в основном покупают квартиры люди с большой семьей. Всем привет, дорогие мои подписчики! Как ваши дела? Сегодня специально для вас приехали снимать квартиру, срочную продажу. 3+1, даже 3+2, можно сказать, потому что там отдельная кухня с гостиной, огромная гостиная и 3 спальни. Начнем с локации. Это Мезитли, Акдениз, новый элитный район. В вашем комплексе расположен магазин «Шок». Вы можете всегда спуститься и купить. Здесь, если вы обратите свое внимание, в основном все комплексы только люксовые, все квартиры только большие. Маленьких квартир в этом районе практически нету. Не будем долго разговаривать, сейчас пойдем, посмотрим сам жилой комплекс и посмотрим саму квартиру. Поехали! И сейчас потихонечку мы заходим в сам жилой комплекс. Здесь вот такая, как говорится, парадная входная, комплекс озелененный. В комплексе у нас расположено 3 блока. Вот они, 3 красавца. Это у нас А-блок, следующий Б-блок и 3-й G-блок. Квартира продается в блоке Б. Посмотрите, какая хорошая ухоженная территория. Комплекс полностью заселен, новый. Сдача была произведена в том году. Сначала мы ознакомимся с самой территорией, а после зайдем в квартиру. Вот, смотрите, зелененькая, очень красивая территория. Здесь вот у них фонтаны, но пока они, видимо, их еще не запускали. Комплекс очень хороший. Посмотрите, как тут зелено, красиво, чистенько. А самое главное, реально в комплексе 3 блока, а вокруг меня тишина. В данном комплексе в основном покупают квартиры люди с большой семьей и семьи. Вот. И я такое вот очень тихое, уютное свое гнездышко для большой семьи. Как я и говорила, школы здесь рядом. Вообще этот район очень хороший, как бы в плане инфраструктуры. Есть все, недалеко отсюда банки, школы, главная дорога, колледжи здесь. Вот именно прям вот в этой локации в радиусе, наверное, 1,5 километра есть минимум 4-5 колледжей. Колледжи у нас это называют частные школы, частные детские сады, вот такие, ну, которые дорогие, элитные, они у нас называются колледжами. И вот именно в этой локации таких штуки 4 или 5. И хотите в государственную сдавайте, хотите в частную сдавайте, это уже лично ваше дело. Ну, как я и всегда говорила, я в принципе, всегда за 2 руками за государственные школы, потому что здесь они, ну, действительно очень хорошие. Образование в Турции хорошее. Баскетбольная площадка у них тут имеется. Вот такие вот 2 хорошие беседки, в которых вы всегда можете посидеть, отдохнуть, пожарить шашлыков. И место для мангала, кстати, тоже имеется. Вот тут люди уже делают шашлыки. Теперь пойдемте зайдем в сам дом.
Обратите внимание, пожалуйста, какая тут парадная входная. Ну, прям царская. Смотрите, красота. Здесь они, получается, возможно, будут ставить какие-то там кресла, чаще всего у нас в комплексах это делают. 24 часа в сутки ведется видеонаблюдение. В комплексе в каждом блоке по 2 лифта. Сейчас мы подождем. Итак, теперь сейчас мы попадем в нашу долгожданную квартиру. Честно, квартира просто супер для огромной большой семьи. Дом газифицирован. Вот здесь, получается, до двери уже газ подведен. Вот также мы можем посмотреть у соседей. Они уже подвели газ. И здесь, вот смотрите, вот эта часть, так же, как и с вашей квартиры, относится именно к вам. Вы ее можете вот... Обратите внимание, пройдите, посмотрите. Здесь вот они поставили для обуви, получается, поставили. С этой стороны они как киляр ее просто используют, хранят. Но вы прям можете там гардеробную себе сделать. И вот здесь то же самое. Здесь ваша подсобная, где вы можете сделать либо гардеробную, либо просто использовать ее как подсобку. И здесь сделать тоже гардеробную. Это прям вообще, я говорю, это идеально для тех, у кого большая семья. Заходим в саму квартиру. Посмотрите, какая большая, просторная прихожая. Итак, теперь мы сейчас зашли в зал. Вы посмотрите, какой он огромный. Конечно, я маленькая, но зал реально огромный. Имеется вот такое вот дизайнерское оформление потолка. На полу лежит ламинат очень хорошего качества. Плинтусы тоже хорошего качества. Ну и дизайнерская вот такая вот отделка стен очень тоже важна. Также имеется вот для телевизора антенна, для интернета. Все уже по электричеству здесь проведено. Вам остается только повесить, например, споты, леды, люстры и так далее. В квартире никто не жил. Здесь, получается, максимум в 400 метрах от данного комплекса расположена начальная школа, средняя школа. Вам уже не нужно заморачиваться о том, как ваши дети будут ходить в школу, потому что здесь все реально в шаговой доступности. Автобус, общественный транспорт точно так же здесь очень хорошо ездит, постоянно, регулярно. Теперь пойдемте дальше. Сейчас мы постепенно заходим в кухню. Это святая из святых любой женщины. Особенно, если у нее есть большая семья. Пойдемте. Здесь получается вот такая вот очень стильная кухня. Приносим извинения за беспорядок. Люди здесь не жили, купили чисто для инвестиций. Поэтому как-то так. Квартира после стройки. Здесь место для холодильника, место для микроволновой печи, место для духового шкафа, посудомойка. Очень-очень много, смотрите, места для хранения. Реально его очень много. Обратите внимание, какой же все-таки здесь реально красивый вид. И все жилые комплексы только класса ультралюкс. А здесь у нас наш красивый бассейн. Итак, кухню посмотрели, теперь переходим в гостиную. Гостиная у нас совместная с кухней. Посмотрите, с каким потрясающим видом. Вы из нее спокойно можете сделать балкон.
а можно даже перекрытие сделать, чтобы это был конкретно балкон. Просто на сегодняшний день очень часто застройщики в таких больших квартирах делают балкон, совмещают со столовой, потому что большую часть времени мы находимся как раз-таки на балконе. Тут приготовили, здесь поставили столик, диванчик. И чтобы это не было, как говорится, меньше пространства, мы делаем вот так. Это остекление полностью собирается и с этой стороны, и с этой стороны. Но здесь мы немного разобрались. Сейчас вот приблизительно покажу, как это все выглядит. Вот как-то так. Смотрите, какая красота. И вот так полностью открываете, и вы на балконе, и у вас красота. И самое главное – тишина. Потому что реально здесь очень тихо, главная дорога далеко, главная дорога расположена далеко отсюда. Здесь общественный транспорт есть, но такой сильной суеты нету. Красота и прекрасно. Теперь давайте закроем окошко. Вот так вот оно закрывается. Очень легко и просто. Все прекрасно. Пойдемте дальше. А посмотрите, какая тут дверь классная. Вуаля! Одним, говорит, движением появляется дверь. Прикольно. Пойдемте. Здесь у нас получается вот такой вот широкий коридор. Да, действительно, он не узкий, хороший, длинный, широкий. То с этой стороны у нас первая спальня. Она небольшая, обычной стандартной формы. Вот, обычная стандартная. В принципе, для одной кровати сюда можно поставить рабочий стол для ребенка, шкаф можно поставить, место есть. И здесь вот такой красивый вид тоже на море. Тут с каждого окна практически видно море. Думаю, море вам будет видно. Пойдемте дальше. Здесь у нас получается первый санузел. Санузел не маленький, большой, просторный. Сейчас, к сожалению, света нет, поэтому, возможно, будет плохо видно. Ну, так, в принципе. Вот, очень хорошая сантехника. Здесь, получается, она в таком же черном стиле, как у нас и было на кухне. Все оформлено в черном стиле. Вот, смотрите, получается, санузел оформлен точно в таком же темном стиле, как и кухня. Очень хорошая, качественная сантехника. Приносим извинения за то, что свет не очень, потому что в квартире света нету. Имеется полотенцесушитель. Итак, а теперь мы добрались до родительской спальни. Она большая, просторная, 20-22 квадратных метра, реально очень хорошая. Обратите внимание, потолок у них также дизайнерской отделки. Здесь уже установлены гардины для штор, вам вешать их не нужно, они уже просто пришли, как говорится, закинули занавески и прекрасно, живем себе счастливо. Дальше, в родительской спальне имеется санузел, имеется балкон. Балкон не маленький. Давайте сначала посмотрим санузел, а потом уже перейдем ко всему остальному. Здесь, кстати, вас будет ждать в этой комнате хороший сюрприз. Вот, смотрите, вот такая вот большая, просторная, получается, душевая кабина. Здесь вместо вентиляции, посмотрите, у них имеется вот такое окошко, с которым как раз-таки у вас влажность не будет, получается, вместо вентиляции. Часто у нас делают вот такие окошки. Закрыли, открыли. Душевая, большая, просторная. Итак, а как вы думаете, что у нас здесь? А здесь у нас встроенная гардеробная. Опа! И мы попали в свою личную гардеробную. Вуаля! Очень много шкафов для полотельного отделения, обычные вот такие вот полочки. Если вы захотите, вы можете сделать и еще. А здесь у нас получается пожарный выход. На него имеете доступ только вы, потому что данная дверь открывается только отсюда. С той стороны она не открывается.
Думаю, очень классно. Теперь пойдемте пройдем на балкон. Балкон у нас считается технический, но для технического балкона он большой. Здесь, как и везде во всех комнатах, панорамные окна. И опять, что у нас? Ну, опять у нас вид на море. А еще с бонусом вид на горы. Прекрасные, кстати. Красота. Согласитесь, это не квартира, это реально подарок. За такую цену, боже мой, она бесплатная. Вот с такого размера, в таком районе, с таким красивым видом, реально с каждого, вот сколько окон мы сегодня видели, с каждого окна вы видите море. Конечно, вы видите еще и другое. Ну, к сожалению, если бы она была на первой береговой, она была бы в разы дороже. Но квартира действительно стоит этих денег. Здесь у нас получается вот такой вот большой балкон, он как бы не широкий, но длинный. Здесь у нас имеется место для стиральной машинки, для постельного белья. Сюда вы вешаете бойлер. Комби вы вешаете на кухню. А также, кстати, здесь идет централизованное кондиционирование. Ну, как централизованное? Здесь, получается, застройщики уже позаботились о своих жильцах. Они у вас, получается, встроили вот такие вот трубки для кондиционеров. Установщики просто приезжают сюда, выставляют вам все блоки и там просто вешают, получается, ваш внутренний блок, откуда у вас будет идти холод. И, соответственно, от этого вам не нужно будет там стробить, там что-то делать, ничего не надо будет делать. Все будет прекрасно и все будет очень красиво. Я думаю, что вам здесь будет очень хорошо. Пойдем. Комби вы будете устанавливать вот здесь. Честно, газ в такой большой квартире лично я бы установила, потому что действительно квартира большая, кондиционеров не хватит. Вот клянусь, вам не хватит. На маленькую там 1+1, 2+1, конечно же, может быть, хватит. Но на такую, вы замерзнете. Тем более у вас, вот, посмотрите, у вас везде море, отовсюду будет продувать. Летом, например, кондиционеры вообще не нужны будут, скорее всего. Но зимой отопление надо. Холодно будет. Я боюсь, что вы замерзнете. Также пляж. Пляж Соли отсюда недалеко, максимум 1,5 километра. Идти пешочком, 15 минут, это максимально. Как я и говорила, также общественный транспорт ездит. Господи, да тут одни только плюсы. Минусов, по-моему, нету. Я, по крайней мере, их не вижу. Мне действительно нравится этот район. У меня родственники живут в этом районе. И все счастливы. Я думаю, что вы тоже будете счастливы. Вот и все. На этом, я думаю, что наш видеообзор мы заканчиваем. С вами была Анастасия, агентство недвижимости Well Homes. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. А если вдруг у вас останутся какие-то вопросы, без разницы, по данной квартире, или же вообще просто какие-то вопросы у вас возникают по поводу Мерсена или жизни в Турции, вы всегда можете написать ко мне в комментарии или же на WhatsApp. Я обязательно укажу свой номер телефона. Всегда рада. С вами была Анастасия. Пока-пока.